Привет! Сегодня поговорим с вами о PWM, Pulse Width Modulation, или, как написано в мануале, LED-C, LED Control. И здесь так прямо и написано, что он может управлять яркостью светодиода. Ну, также может использоваться для других целей, конечно, например, для сервоприводов, там, пищалок различных и так далее. Я создал проект новый, скопировал код прошлого видео полностью сюда. И мы хотим на основе нашего LDR с прошлого видео, который управляет освещенностью, менять будем яркость светодиода на основе освещенности нашего LDR. Будем дополнять наш код постепенно. Начнем с хита файла, конечно, добавить нужно нам LED-C. Вот в мануале он здесь скопирую. Вот здесь где-нибудь ниже добавлю. Также переменную для логов можно уже изменить. У нас не только ADC, а уже и PWM. Также было бы разумно чуть-чуть оградить комментариями. ADC и NIT у нас тут было, где мы все это инициализировали. Тут закроем. Далее здесь мы читали сырое число освещенности ретро. Маленькие функции простые. И также базово коснемся PWM, как он работает, настраивается. PWM, LED-C и NIT. Комментарием сразу выделим все. И начнем создавать нашу собственную функцию, в которой мы будем все это инициализировать. Static void назовем как-нибудь, что было логично. LED-C и NIT simple, потому как мы будем поверхностно разбираться, не будем углубляться. Наша задача базово разобраться со всем. И теперь посмотрим в мануале, что они нам советуют сначала делать. For initial setup recommended configure вот эти две функции. Let's see timer config и let's see channel config. Let's see timer. Сначала начнем с нее, как они советуют. Она требует для себя структуру типа let's see timer config t. С нее и начнем. Значит, let's таймер config t структура. И назовем ее соответственно как-нибудь таймер config или kfg сокращенно. Точку с запятой сразу поставим. И будем заполнять структуру. Посмотрим, какие поля там есть. Мы уже с вами это умеем делать. Полей не так много. Speed моды. Да, видим сразу в комментарии, что high speed моды есть только на SP32, а так как у нас SP323, то у нас будет low speed моды. Как он пишется правильно. Вот это max, а у нас будет low speed моды. Как
Копируем. Далее поле Speed Mode ставим Let's see Low Speed Mode. Это что это Speed Mode? Это как бы не управление яркостью, а это просто модуль. Есть высокоскоростной модуль, который есть на SP32, и есть низкоскоростной. Мы выбрали тот, который нам возможно выбрать. Далее пойдем в следующее поле. Это будет таймер NUM. Таймер NUM. Есть несколько таймеров, а именно 4. То есть каждый таймер может работать со своей частотой ПВМ и со своим Duty Resolution, то есть скважность. Да? Может быть свой Duty Resolution на каждом таймере и свой Frequency Герц. Ну, мы с вами возьмем самый первый. Нам его будет вполне достаточно. Далее Duty Resolution наш. Duty Resolution. Смотрим, какие есть варианты. Мы видим, есть много всяких уровней. Это, грубо говоря, это управление как бы плавностью изменения яркости светодиода. Чем меньше уровень, тем, ну, не обязательно светодиода, а вообще, ну, в нашем случае светодиода. То есть, если мы выберем какой-нибудь низкий уровень, то мы будем видеть это изменение. Она будет как бы постепенно, яркость будет уменьшаться или увеличиваться. Мы будем это как бы видеть. И чем выше, собственно, тем будет плавнее эта яркость у нас регулироваться. Но если посмотрим в мануал, то можно увидеть, что частота и Duty Resolution взаимозависимы. То есть, чем выше PWM Frequency частота, тем меньше Duty Resolution is available. Ну и наоборот, соответственно. Поэтому, если мы выберем высокий какой-нибудь уровень, то частота должна быть очень маленькой. И, собственно, наоборот. Не будем брать самое высокое число, возьмем 13, нам вполне хватит. Следующее поле Frequency Герц. Возьмем 5000 Герц, достаточно будет. И Clock Config. Смотрим на Clock Config. Clock Config. Так, идем сюда. Мы смотрим варианты, какие есть тут. Что вообще такое Clock Config? Это наш главный как бы таймер, который будет питать наш Let's таймер. И на основе
этого источника тактов наш LHC таймер сможет правильно генерировать нужную нам частоту ПВМ и нужное Duty Resolution. Есть разные варианты. Есть APB, Source Clock. APB это, то есть Advanced Peripheral Bus. Мы видим в мануале, это 80 МГц. Далее тут RC, Fast Clock RC. RC это, то есть сопротивление конденсатор. То есть по RC цепочке создается, это внутренний таймер. Нам вряд ли понадобится это external clock, то есть кварц. Мы сделаем для нашего простого знакомства, выберем AutoClock. То есть драйвер сам выберет подходящий clock конфиг под наш frequency Герц 5000 и под наши Duty Resolution 13 бит. Заполнили мы с вами структуру, которую нужно было заполнить. Кому интересно подробнее узнать, что здесь происходит, можно перейти в Technical Reference мануал. И здесь подробно все описано. Вот наши 4 таймера. Здесь Functional Description, Clock Source, APB, RC или External, Clock Divider Configuration, как он считается, Clock Divider, по которому, собственно, и считается частота ПВМ. Все здесь подробно написано. Вот еще формулы, как вот частота ПВМ считается на основе дивайдера. Ну, или если не считать по формулам, а нужно приблизительные значения, как нам, то вот есть таблица, где, собственно, все расписано. ПВМ frequency у нас 5 кГц, 5000 Гц. Вот такая вот Highest Resolution bit, 13 мы выбрали. И, соответственно, таймер мы выбрали Auto, но, скорее всего, у нас выберется вот именно этот APB, 80 МГц. Вот кому интересно, почитайте, конечно, тут много чего можно узнать интересного. Но мы идем дальше. После того, как мы заполнили структуру, нужно вызвать функцию Let's see timer config. Вызовем ее, как мы уже привыкли делать через error. ASP error check. И пишем let's see timer config. И видим, что она требует адрес на нашу структуру. Так и сделаем. Адрес на таймер config. Далее, как мы видели в мануале, нужно вызвать функцию let's see channel config. Но сначала нужно заполнить структуру для этой функции. Let's see channel config t. Этим мы сейчас и займемся. Let's see channel config t. Назовем channel config kfg. Структура, точка запятой. И заполняем поля. Смотрим поля. Первым идет GPU num. Это, собственно, порт, где будет ПВМ сигнал генерироваться. Я выбрал порт номер 3, где будет сидеть наш светодиод.
Далее speed моды. Это так же, как и на предыдущей структуре мы настраивали low speed моды будет у нас. Скопируем. Ставим. Далее channel. Выбираем наш channel. То есть по аналогии с таймером также есть несколько ченнелов. Возьмем нулевой для нашего простого занятия. Нам этого хватит. Далее идет interaction type. На прерывание не нужны. Ну, поставим сразу в disable. Так. Iteration type. Поставим disable. Скопируем. Ставим. Далее таймер select. Это наш, собственно, вот этот таймер, который мы настроили. Далее duty, число. Это как бы стартовое значение нашего duty resolution. Поставим его в 0. Дальше H-point. Да, это уже настройки продвинутого уровня. Нам оно не понадобится. Поставим также все в 0. Остальные настройки оставим как есть по дефолту. Они нам на базовом уровне не понадобятся. И далее смотрим, вызываем эту функцию. Let's see channel config. Также вызовем ее в ESP error check. И видим, требует она ожидаемо адрес на нашу структуру канала. Channel config. Точка запятой. Идем дальше, смотрим мануал. Тут есть очень хорошая helper function, вспомогательная функция. Написано, она называется Let's find suitable duty resolution. То есть максимально допустимый вот этот duty resolution для желаемой частоты ПВМ сигнала. То есть мы хотим, чтобы у нас ПВМ сигнал был 5000 Гц. И чтобы узнать максимальную duty resolution, есть Let's see find suitable duty resolution функция. Можем ее сейчас быстренько протестировать.
Скопирую название. Далее. Эта функция возвращает uint32t. Значит, сделаем переменную uint32t, unsigned int, то есть беззнаковая. Назовем ее duty resolution, и присвоим функцию, которая требует source clock frequency. Мы уже почти уверены, что по автомату у нас будет автоматически выберется 80 мегагерц. Поэтому здесь она принимает в герцах, поэтому пишем не 80, а 80 миллионов. 2, 3, 2, 2, 3. Далее. И второй параметр, частота, которую мы хотим использовать. 5000 у нас герц. Точка запятой, и в цикле while быстренько выведем SP-логи. Уже так. Duty res, duty resolution. Поставим placeholder. Unsigned int. И здесь duty res. Точка запятой. Ctrl-S сохраним. А нам не надо пока что. И прошу микроконтроллер. Билд я уже делал. Вы сделайте, если не делали. И upload. Так, показывает какую-то ошибку. Хорошо. На ошибках, как говорится, учится. Тут лишний символ. Интересно. Так, Ctrl-S. Так, еще раз нажмем на upload. Прошилось все успешно. Теперь открываем наш терминал, Serial Monitor. И каждую секунду видим Duty Resolution 13. То есть мы в очередной раз убедились, что мы выбрали правильное, вернее максимально допустимое Duty Resolution для нашей частоты 5000 Гц. Это было так отступление. Можно закомментировать все это. Оно нам не понадобится. Это удалим. Дальше. И, собственно, напишем функцию, которая будет регулировать, собственно, яркостью светодиода. Она будет static, void. Назовем мы ее LED set brightness from raw. Raw, да, помним, это второе значение с нашего LDR. Int будет принимать эта функция int. Назовем, будет, чтобы было понятнее, raw 0, 4,95. Мы помним с прошлого видео, что именно такой диапазон чисел возможен в нашем этом LDR от 0 до 4995. Вернее, 95, да. И в теле функции начнем писать const
int, создадим переменную max duty. Сразу преобразуем ее. Мы знаем, что это у нас 13-битное число, но сделаем -1. Почему -1? Потому как в мануале есть предупреждение, вот warning. Чтобы не было равно maximum duty resolution, иначе будет overflow, то есть будет переполнение. То есть, поэтому, собственно, поэтому мы вычли -1. А что это будет у нас за число, конечно, можем посчитать спокойно. Значит, так как у нас 13-битная, значит 2 в степени 13 будет 8192 и -1 8091. Теперь на основе max duty сделаем быстрое масштабирование в duty. То есть наш row — это сырое число с нашего LDR. Умножим на max duty и разделим на 4095. Теперь мы получим так: если row с LDR равен 0, то duty будет тоже 0. Далее, если row будет, например, 248, то есть наполовину, 50% освещенности, то и duty, соответственно, будет приблизительно 4096. Ну и, соответственно, если row на максимуме, то и duty будет уже на максимуме, а именно 8191. Ну, duty мы получили, теперь надо его как-то применить. Смотрим документацию и видим, тут написано несколько способов. Change PVM using software и using hardware. Software намного проще, и в нашем случае оно идеально подходит. И читаем. To set duty, use the dedicated function. То есть используем вот эту функцию сначала. Что она делает? Она принимает три параметра: speed mode, channel и duty. Собственно, она берет duty, который мы посчитали с вами. И затем, after that, call let see update duty to activate the changes. То есть это берет duty, а это применяет это duty, то есть активирует эти изменения. То есть вот эти две функции нам нужно вызвать. Тут еще есть другие функции, они нам не понадобятся. Щелкнем по этой функции, видим, что она принимает три параметра, мы увидели, да, тут есть куча всяких заметок. То, что nozed, not all targets support high speed mode, это мы с вами уже знаем, видели в комментарии. Также видим, что она возвращает тип ASP_ERROR_T,
Это значит, что мы можем использовать наш ASP Error Check. Опять же. Ну так и сделаем. ASP Error Check. И внутри вызываем нашу функцию. Let's see set duty. Смотрим первый параметр. Требуется speed моды. Мы знаем, что у нас с вами доступен только low speed. Копируем. Вставляем и пишем. Второй параметр. Channel. Вот он наш channel. И третий параметр, собственно, duty, который мы посчитали. Но мы видим с вами, что он требует duty типа uint32t, а у нас duty int. Ну, стоит сказать, что прям фатальной ошибки не будет. В нашем базовом простом примере все будет работать. Но лучше, конечно, все привести к типу, который написан в документации. Тогда чуть-чуть изменим нашу функцию. Тут у нас было int, сделаем uint32t. Тогда здесь уже будет не 1, а именно 1u, то есть unsigned. И duty будет у нас не int, а uint32t. И row, который мы получаем, тоже переведем к типу uint32t. Так, куда-то он исчез. Так, uint32t, row умножить на max duty. Такого же типа uint32t. Так, хорошо, идем дальше. То есть первую функцию мы записали. Далее идет функция update duty. Она принимает уже два параметра: speed мода и channel. Также возвращает ASP_error_t. То есть мы можем опять использовать наш макрос ASP_error_check. И внутри вызвать let's see update duty. Speed моды знаем. И второй аргумент channel. Записали. Все, мы сделали все, как в мануале написано. Идем дальше. Теперь мы все настроили и можем смело переходить в нашу главную функцию и, собственно, проверять, как работает наш светодиод от освещенности. Но прежде всего было бы неплохо вкратце еще раз быстренько пройтись, что мы тут именно настроили. 5000 Гц. Частота ПВМ сигнала. Что это чуть подробнее значит? Это значит, что один период ПВМ, напишем в комментариях, один период ПВМ, не, вернее не так, 5000 период ПВМ происходит за 1 секунду. 5000 периодов ПВМ происходит за 1 секунду. Что собой представляет один период? А число мы выбрали Duty Resolution 13 бит. То есть мы уже с вами переводили, это 8192. То есть от 0
таймер бегает, считает от 0 до 8091, а потом снова обнуляется. То есть вот это вот есть один период. И за 1 секунду происходит 5000 вот таких периодов. То есть таймер наш, вот наш таймер нулевой мы выбрали, очень быстро считает от 0 до 8191. И за 1 секунду так 5000 раз. То есть можно представить, да, что это происходит так довольно-таки быстро. Довольно-таки быстро. Далее, если мы посмотрим быстренько в Technical Reference, то можно пора читать тут немного про PWM-генератор. Тут написано, что to generate PWM signal, чтобы сгенерировать шим-сигнал, PWM-генератор selects таймер. Ну, в нашем случае мы выбрали таймер 0. Дальше тут также видно, что выбирает один из 4, мы видели с вами, мы выбрали нулевой. Далее написано, что BVM-генератор has a comparator and two multiplexers. BVM-генератор compares. То есть PWM-генератор таймер быстро считает от 0 до 8191. И это число сравнивает с H-point или L-point. H-point это мы с вами видели вот здесь вот мы выставили его в 0. И L-point. L-point, что такое L-point? L-point считается, тут написано, L-point of sampling on every counter overflows is calculated from the sum let's see duty и let's see H-point. То есть L-point это H-point это 0 у нас, мы выставили в 0, плюс duty, да, равняется L-point это у нас 0, то есть H-point, ладно, напишем H-point плюс duty. То есть, грубо говоря, в нашем случае L-point это, собственно, duty, да? И получается, что вот этот таймер считает и в определенные промежутки времени сравнивает это число, на котором он сейчас находится, сравнивает вот с этими значениями H-point и duty. И что происходит на выходном сигнале? Тут написано, что if timer count равно H-point, то signal out is 1. То есть, если таймер досчитал до H-point, то выход 1. То есть светодиод горит. Далее, если таймер достиг L-point, то есть в нашем случае это у нас duty, то сигнал в 0. То есть светодиод потух. Далее тут пишут, есть какая-то схема, рисунок. Вот это именно. Вот H-point, L-point и вот сигнал out. В таком виде он примерно выглядит. А вот каунтер, да, то есть вот он считает, счетчик достиг H-поинта, вот оно, сигнал сразу пошел вверх, в единицу. Далее идет дальше, считает, достиг L-поинта, в нашем случае это duty, пошел в 0. Дальше считает, доходит до крайней точки, это у нас 8191, сбрасывается в 0.
Ну, здесь H-point не равен нулю, а равен какому-то числу, поэтому здесь уровень вверх не идет. Но в нашем случае 0 равняется H-point, и сразу здесь пойдет уровень вверх. Вот вкратце вот так это работает в общих чертах. И также здесь duty мы масштабировали под row, то есть под наше число из датчика LDR. То есть duty у нас будет работать от LDR, зависит от LDR. Например, если мы помним, когда так довольно-таки темно, когда мы рукой закрывали датчик LDR, то этот RAW падал близко к нулю. Был примерно равен 300 там, или 400, например. Вот. Сейчас посмотрим RAW равен 400. То если мы затем 400 подставим вот в это наше вычисление, вот сюда вот, и вычислим duty, то duty будет примерно 800. То есть если RAW 400, то есть довольно-таки темно, то duty будет 800. И что у нас получается дальше? Таймер бежит, считает от 0, пошел считать, пока он считает до 800, LED on. То есть диод горит. Далее дошел до 800, до duty, то есть L-point. В нашем случае duty это у нас L-point. Пошел сигнал в 0. То есть duty, вернее не так, таймер больше duty, LED off. Датчик, вернее не датчик, диод находится в состоянии off. И пошел считать дальше. Досчитал до 800, диод выключил, пошел считать аж до 8191. Это вот наше число max duty. И все остальное время диод в состоянии off. Или если это перевести в процентное соотношение, то когда RAW 400, то duty равен 800, тогда 800 делим на 8091. 800 делим на 8091 равняется около 9%. Ну, грубо говоря, 9% всего времени диод будет включен, а остальное время выключен. То есть выглядеть это будет так, как будто он еле горит, тускло горит. И наоборот, если RAW 4000, то есть стало светлее, то duty уже будет около 8000, почти на пределе. То если 8000 разделить на 8191, 8000 делим получаем
97% примерно. То есть 97% всего времени диод будет включен. И остальное время выключен. То есть это будет выглядеть так, как будто диод ярко горит. Потому как таймер считает очень быстро, и сигналы меняются очень быстро, поэтому будет выглядеть. Ну и соответственно, если ρ равен 2000, то будет около 50% освещенности. То есть диод будет гореть, грубо говоря, средне. Вот так это примерно происходит. Ну все, теперь точно переходим в нашу главную функцию. Делаем первым делом let's see init. Инициализируем все наши настройки, которые мы прописали. И сразу переходим в цикл while. Здесь мы создаем переменную row. Это наше число с датчика LDR и какая освещенность в данный момент. LDR, ADC. Вызываем функцию нашу с прошлого видео. Далее вызываем функцию, которую мы написали сегодня. И вставляем это число row. И будем это делать не каждую секунду, потому что все-таки секунда довольно-таки долго. Сделаем 100 миллисекунд. Все, теперь, если вы еще не билдили, нажимаем на Build. Я уже делал, поэтому я жму сразу на Upload. Прошиваю микроконтроллер. Должно пройти все хорошо. Да, Success. Закрываем терминал. И теперь смотрим на нашу схему. Теперь видим, что довольно-таки светло и светодиод горит. Далее, если мы подносим палец, то видим, что он тухнет. Закрываем опять датчик LDR. Диод немного тухнет. Убираем, опять светит ярко. То есть мы меняем duty, значение duty или L-point в нашем случае. И меняем тем самым яркость светодиода. Теперь можно сказать, что мы с вами знаем основы ПВМ и понимаем, как это все работает. А в следующий раз мы с вами познакомимся немного со спящими режимами. Это важно, потому как многие устройства работают на батарейках, энергию которых желательно экономить. И спящие режимы в этом очень сильно помогают. Так что до встречи в следующем видео.